Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот тапочки. Такая у меня похожая моделька уже была, но сегодня я связала немножечко с изменениями, и узор у меня будет другой. Значит, немножечко здесь по-другому сделала. Значит, на размер 38-40, вот так вот скажу. Я их примерила. Сейчас выведу на экран фотографию. Живой манекен, размер ноги 39. Смотрите, от полностью весь следок 24 сантиметра с половиной. Пускаю 1,5-2 сантиметра на растяжку. Верхняя часть мысок я буду провязывать тунисским вязанием. Значит, верхняя часть, она небольшая, 24 петли у меня. Вверху еще добавлю по одной петельке. Пойдет на размер и 36, и 37 верхняя часть. Увеличится за счет вот этих вот боковых сторон. Если размер меньше, убавим по длине и по ширине. Вот здесь тоже будем убавлять. Ну, это по ходу вязания еще там буду комментировать, что и как. Смотрите, это вот у меня первая пара отвязана уже. Это у меня заказчик так попросил, с красным сердцем. Сегодня буду вязать вот с таким вот сердечком, с розовым. Так что можете подставлять любые цвета, какие душе угодно. Так, значит, буду вязать я спицы номер 2,5, тунисский крючок номер 2,5. Пряжа у меня акрил, этикетку где-то ветром унесло. Акрил 100%, в 100 граммах 240 метров. Не знаю, где этикетка, куда-то запропастилась. Значит, так, теперь, что дальше? Что дальше? Вязать вот буду сразу по такой вот схеме. Смотрите, я ее перерисовала, чтобы мне было вот удобно. Провяжу сейчас попетельно мысок. Кто может вязать по схеме, сразу можете заскриншотить. Также схему вставлю в сообщество на канале. У кого открывается, можете там забрать схему. Значит, кто не может вязать по схеме, присоединяйтесь. Я провяжу в этот раз всю схему, весь узор попетельно. Схема несложная, вяжется быстро. Тапочки сидят на ноге отлично. Держатся, не спадают. Так что советую всем связать. Ну что, вроде бы основное сказала, переходим к вязанию. Вязание начинаю с мыска, наберу цепочку 14 петель. Так, набираем цепочку, вот так вот. Так, теперь крючок ввожу в каждое звено, захватываю ниточку, вытягиваю петельку. Так провяжу 14 петель. Наберу, то есть из цепочки набираю 14 петель. Теперь возвращаемся обратно, захватываю нить и по 2 петельки возвращаюсь. Захватила, провязала, захватила, провязала. Все, так идем в начало ряда. Со второго ряда в начале и в конце ряда я буду добавлять по одной петельке, расширять мысок. Набрала 14, расширю до 24. Так, второй ряд. Первая на спице, вторую провязала. Теперь вот между петельками ввожу крючок, подняла петельку, захватила, добавила одну петельку. Одну добавку сделала. Точно так же, не довязывая 2 петель в конце ряда, я добавлю еще одну петлю. Сейчас вяжем, идем в конец ряда. Так, пришла в конец ряда, 2 петельки осталось, и опять добавляю одну петельку. Так, добавила, последние провязываю. Одну провязала. Кромочную я провязываю по 2 дужки, ввожу крючок. Здесь в начале первые пару рядов немножечко туго идет. Вытащила петельку, захватила, и точно так же я возвращаюсь по 2 петельки. По-разному вяжут этот край, можно 2 раза провязывать, но я вот так вот вяжу. Ну ничего, нормально. Сколько лет уже. Так, все, идем в начало ряда. Следующий ряд вяжем точно так же. Провяжу 8 рядов. С 9 ряда начну вязать узор. Так, с этим понятно. Смотрите, теперь по схеме.
Можно, конечно, было и с 8-го ряда начать узор. Мне кажется, что я немножечко высоковато его начала с 9-го ряда. Можно было с 8-го, но как связала уже. Значит, если вы хотите, можете начать с 8-го ряда. Я буду с 9-го ряда вязать. Смотрите, теперь первый, второй, третий ряд. Я в каждом ряду делаю прибавку. Потом последние вот 2 ряда у меня через ряд прибавки. Значит, провяжу я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов, как я уже сказала, 8 рядов. С 9 ряда у меня будет 12, 13, и здесь 11, 24 петли, и я начну вязать узор. Значит, сейчас самостоятельно провязываем 8 рядов, и я к вам вернусь, будем вязать узор. Расширила я мысок. Сейчас начнем вязать первый ряд узора. Что я вам хотела еще по поводу цветов. Смотрите, чтобы не путались клубки, я по метру полтора нарезала ниток. И сейчас просто буду подвязывать ниточки. Так будет намного проще и удобнее. Потом, когда, чтобы клубок не разматывать, мы просто эту нитку будем вытягивать. Значит, 2 синих цвета. Синий и голубой у меня. Темно-зеленый, светло-зеленый у меня 2 цвета. И вот такой вот темно-розовый я его назову. И розовый просто 2 оттенка. Ну, а у вас уже могут быть, конечно, другие цвета. Я показала, какими цветами я буду вязать. Теперь еще что? Вот по схеме, смотрите, в цветочке желтая серединка у нас одна клеточка. Я ее провяжу или же голубым, или белым цветом я ее провяжу. А потом в конце, потому что одну нитку я подвязывать ради одной клеточки не буду, в конце я просто иголкой, вот таким вот узелком, выщу вот эти вот серединки. Все. Поэтому сейчас я желтую эту клетку провязывать не буду. Провяжем его. Вот какой цвет идет? Или голубым, или белым. Какой там ближе цвет, тем цветом и провяжем. А сверху потом выщем иголкой. Значит, так, теперь начинаем первый ряд. Сейчас первые 12 петель провяжу белым цветом. 12 петель провязываем белым цветом. Так, 3 у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем 12 петель. 1 петля темно-зеленым цветом. 12 белым провязали, 1 темно-зеленым. Хвостики потом эти все позакрепляю. Сейчас вот так вот провязываю. 1 темно-зеленым провязали, оставшиеся 11 петель провязываю белым цветом. Все, вяжем до конца ряда. Хвостик переброшу сюда сразу. Все, вяжем остальные, все идем в конец ряда. Все провязываем белым. Возвращаемся обратно в начало ряда. Это у нас первый ряд, заканчиваем его. По 2 петельки точно так же возвращаемся. Это у меня первый ряд, обратный ход. Сейчас немножечко провяжу. Дальше я обратные ряды на видео провязывать не буду, потому что очень долго это. Так, теперь зеленый над зеленым, белый над белым. Здесь всего лишь 1 петелька. И все. И опять все провязываем белым. Вяжем белым до конца ряда. Заканчиваем ряд. Второй ряд узора. Первые 6 петель провязываем белым цветом. Считаю вместе с кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 петли темно-зеленым цветом. Одна светло-зеленым. Сразу вот подвязываю новую ниточку. Четыре петли белым цветом. Один, два, три, 4. 1 темно-зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Это был второй ряд. Заканчиваем и возвращаемся в начало ряда. Все до конца вяжем белым.
Третий ряд узора. Первые 5 петель провяжем белым цветом. 5 петель провязали. 1 светло-зеленым. Смотрите, теперь берем ее, просто вот вытащили. И она у нас запутываться не будет. 1 белым. 2 темно-зеленым. 2 петли темно-зеленым цветом. 1 светло-зеленым. 2 белым. Теперь, чтобы здесь не было сильно плотно, я из 2 клубочков белых буду вязать. Один отмотаю одну нитку, сделаю второй клубочек и подсоединю вторую белую нить. 2 белым провязали. 1 темно-зеленым. 1 светло-зеленым. 1 белым. 1 темно-синим. Новый цвет вводим. Все, подтянем здесь. Оставшиеся петли до конца ряда все вяжем белым цветом. Вот так вот получается. Провязываем белым до конца ряда и возвращаемся в начало ряда. Это у нас третий ряд. 1, 2, 3. Довязываем до конца, возвращаемся. Четвертый ряд узора. В этом ряду нам понадобится голубой цвет. Сразу приготовим его. Первые 8 петель провязываем белым цветом. 4, 5, 6, 7, 8 белым провязали. 1 темно-зеленым. 1 петля темно-зеленым. 1 светло-зеленым. 1 темно-синим. Далеко осталось, тянуть я не хочу, подвяжу новый цвет, новую ниточку, чтобы не было сильно нагромождения, уплотнения. Лучше я хвостики потом попрячу эти. Так, 1 темно-синим, 1 белым. 1 светло-зеленым. 1 белым. 1 темно-синим. 1 голубым. Опять 1 темно-синим. 2 белым. 1 темно-зеленым. Посмотрите, если петелька осталась вот здесь далеко, ее можно крючком под петельками протянуть сюда. Что я сказала? Можно, если ниточка осталась у вас далеко, чтобы не делать большой протяжки, можно вот так вот с помощью крючка ее поближе подтянуть. Еще раз. Вот так вот. Так, 2 белым провязали и 1 темно-зеленым. Все, вот так вот. Это у нас четвертый ряд. Осталось 1, 2, 3, 4.
4 петельки оставшихся провязываем белым цветом. Заканчиваем 4-й ряд, возвращаемся в начало ряда. Пятый ряд узора. Первые 6 петель провяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 петли темно-зеленым. 1, 2 темно-зеленым. 1 светло-зеленым. 1 темно-синим. 1 голубым. 1 голубым провязали, 1 темно-синим, 1 белым, 1 темно-синим, 1 голубым, 'По схеме у нас должна быть посередине быть желтая клетка, я провяжу белым цветом. Опять 1 голубым, 1 темно-синим, 2 петли белым цветом. 1, 2, 1 темно-зеленым. Все, осталось 3 петельки, довязываем их белым цветом до конца. Возвращаемся в начало ряда. Это у нас 5-й ряд. 5-й ряд. 1, 2, 3. Захватили и идем в начало ряда. Каждый цвет над своим цветом. Зеленый провязали, теперь белый. Теперь вытащили, вот так вот вытягивая ниточку и дали по одной опять синий, перекрестила и опять вот голубой, белый, опять голубой, синий, темно-синий. Придерживаем пальцем это все. Так что у нас здесь белый. Все. Итак, возвращаемся в начало ряда. 6-й ряд узора. Первые 5 петель провяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. 5 провязали. 2 петли темно-зеленым. 1 светло-зеленым. 1 темно-синим. 1 голубая. 'Теперь по схеме у меня желтый цвет, 1 клеточка, я его провяжу. Каким? Вот белый у меня здесь идет, белым провяжу. Опять 1 голубая. 1 темно-синим. 1 светло-зеленым. Так, осталось далеко, новую нитку надо. Светло-зеленым 1 провязали.
одна темно-синим, 2 петли голубым, 1 белым, 2 светло-зеленым, 1 темно-зеленым. Все, и оставшиеся до конца ряда провязываем белым цветом, возвращаемся в начало ряда. Это был у нас 6-й ряд. Довязываем. 7-й ряд узора. Первые 4 петли провяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4. 2 петли темно-зеленым. 1, 2, 2 светло-зеленым, 1 петелька темно-розовым. Это сердечко будет начало у нас. 1 темно-синим. 2 голубым. 2 голубым, 2 белым, 1 светло-зеленым, 1 светло-зеленым провязали, 1 темно-синим, 1 белым, 2 светло-зеленым, 1 темно-зеленым. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Это у нас 7-й ряд. Заканчиваем и возвращаемся в начало ряда. Вот так вот. 7-й ряд. 8-й ряд узора. Первые 4 петли провяжем белым цветом. 1 темно-зеленым, 1 светло-зеленым, 1 белым, 1 петелька светло-розовым, 2 темно-розовым, 1 темно-синим, 2 петли белым цветом, 1 темно-зеленым, далеко, 1 темно-синим, 1 белым, 1 светло-зеленым, 2 петли темно-зеленым цветом, 'Все. Оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Это был 8-й ряд.
Заканчиваем. Провязываем все белым, возвращаемся в начало ряда. 9 ряд узора. Первые 3 петли провяжем белым цветом, 1 темно-зеленым, 2 белым, 2 розовым, 3 петли темно-розовым цветом, красным хотела сказать, у меня там были красные, 3 петли темно-розовым, 1 белым, 1 темно-зеленым, 1 темно-синим, 1 голубым. Так, вот он у нас тут голубой. Опять 1 темно-синим. Все остальные петли до конца ряда все провязываем белым цветом. Это у нас был 9 ряд. Довязываем до конца и возвращаемся в начало ряда. Все белым цветом. Десятый ряд узора. Первые 5 петель провязываем белым цветом. Так, первая на спице 1, 2, 3, 4, 5. 2 розовым, 2 петли розовым цветом, 1 темно-розовым, 1 розовым, светло-розовым, 3 петли темно-розовым, 1, 2, 3, 1 темно-синим, 1 голубым, 'Так, вместо желтой петельки посередине я провязываю 1 белым, опять 1 голубым и 1 темно-синим. И оставшиеся петли до конца ряда провяжем все белым цветом. Вот так вот у нас 10 ряд. Заканчиваем. Так, все остальное белым. Я вяжу плотно, поэтому вот ползу медленно. Одиннадцатый ряд узора. Первые 4 петли провязываем белым цветом. 4 провязали, 2 розовым, светло-розовый, 1, 2, 2 темно-розовым, 1, 2, опять 2 светло-розовым, и 3 петли темно-розовым. Одна темно-синим, 2 петли голубым,
Все. Остальные все петельки до конца ряда вяжем белым цветом. Это был 11 ряд. Довязываем белым, возвращаемся в начало ряда. Так, вот так вот. 12 ряд узора. Первые 4 петли провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4. 2 петли розовым, светло-розовым. 1, 2. 1 темно-розовым. Темным 1. 4 петли светло-розовым. 1, 2, 3, 4. 2 петли темно-розовым цветом. Раз, 2. 1 светло-зеленым. Так, где тут у нас светло-зеленый? Светло-зеленым провязали. 1 темно-синим. И опять 1 светло-зеленым. Все, оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Так, где у нас тут белый? Это был 12 ряд. Заканчиваем. Возвращаемся в начало ряда. Осталось совсем чуть-чуть. Все остальные петли довязываем белым цветом. 13 ряд узора. Первые 4 петли провязываем белым цветом. Далее 4 петли розовым, светло-розовым. 1, 2. Белую сейчас переброшу здесь. 3, 4. 1 белым. 3 петли опять светло-розовым. Раз, 2, 3. И 1 темно-розовым. Забыла ее поднять. Видите, надо было сразу поднять. Ладно, вернусь потом обратно. 1 темно-розовым. Далее 1 белым. 1 белым провязали. 2 темно-зеленым. Вот опять я забываю поднимать петельки. Но на видео, когда вяжешь, просто не успеваешь. Вот я ее кверху подтяну сейчас. Вот, все. Преимущество отрезанных ниток. Темно-зеленым провязали. Белое, темно-зеленое. Опять темно-зеленое. И 1 светло-зеленым. Все, 13 ряд. Далее все у нас белого цвета до конца ряда идут. Довязываем 13 ряд до конца. Возвращаемся в начало ряда. Что у нас здесь? Вот так вот. 14 ряд узора. Первые 5 петель провяжем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 светло-розовым. 1, 2, 3 петли белым. 1, 2, 3. Опять 2 петли светло-розовым. Все, подошли к концу мы уже. 1, 2. Далее 2 петли белым.
2 белым провязали. Далее 3 петли темно-зеленым цветом. 1, 2, 3. 1 светло-зеленым, 1 белым и опять 1 темно-зеленым. Все, оставшиеся петли до конца ряда довяжем белым цветом. Это у нас был 14 ряд. Довязываем белым, возвращаемся по узору в начало ряда. Пятнадцатый ряд узора, это последний ряд нашего узора будет. Значит, первые 16 петель, вот до зеленого 16 петель мы провяжем белым цветом, потом 3 петельки зеленым, и на этом будет все. Сейчас 16 петель провязываю белым цветом. 16 белым провязала, 3 петли темно-зеленым. Раз, 2, 3. Все, оставшиеся петли до конца ряда довязываем белым цветом. Возвращаемся обратно все по узору. Ура, закончили. Узор закончили. Так, теперь после этого я провяжу еще 6 рядов белым цветом. Всего у меня будет в высоту 28 рядов. Так, все. Возвращаемся обратно. Далее все вяжем белым цветом. Смотрите, что у меня здесь. Каки-маляки вот сделала. Сколько отсюда от сердца посчитаем. От сердца. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно сказала. 6 петель провяжу. 28 в высоту. Последние, не довязывая 2 ряда, я добавила по 1 петельке. У меня размер большой. Немножечко вверху сделала расширение. Если размер будет маленький, можете этого не делать. Я вот здесь по 1 еще добавлю. Значит, сейчас довязываем мысок до конца. Если хотите повыше, можете на пару рядов провязать больше. Значит, закроем петли, зачистим хвостики, эти все пообрезаем. Если вы хотите, чтобы было в зеркальном отражении эти мыски, просто схему перевернуть. Вот. Переворачиваем схему. Можно даже на окошко положить. Кто не может на телефоне ее перевернуть. И вот в зеркальном отражении одно сердце влево, другое сердце вправо будет смотреть. Так, девочки, вяжем, заканчиваем мысок. Я к вам вернусь, выщем еще вот эти вот желтым цветом петельки выщем. Провязала 28 рядов. Последний ряд закрываю петли. Захватила и протянула через петельку. Опять ниточку захватила и протянула. По одной закрою петли. Нить обрезать белую не буду, потому что она мне пригодится там. Один ряд провяжем потом. Так, вот так вот закрою петли сейчас. Что сделаю дальше? Так, высоту. Он не маленький, он обвяжется. Я тоже сначала глянула, говорю, какой маленький получился. Нет, вот, можете посмотреть, как он на ноге сидит. Высоту 10,5 получился. И ширина 8. Теперь попрячем все вот эти вот хвостики. Я узлы не завязываю, просто хорошо подтягиваю и под нитками вверх-вниз, влево-вправо крючком вот это вот дело все прячу, протягиваю. Ну, до сегодняшнего дня все держалось крепко, не выскакивало. Ну, для надежности можно узелком закрепить, это уже. Не туда полезла, называется. Вот так вот. Все, так, это обрезали. Все, попрятали все. Теперь иголочку. Вот я белым цветом провязала. Вообще-то их можно белым цветом, конечно, оставить, но
сделаю так. На иголочку нитку наматываю. 1, 2, 3. Придерживаем. Все, серединку сделали. Еще раз ее закреплю, чтобы не распустилось ничего. Теперь протянем под ниточками до второго цветочка и точно так же вышьем второй цветочек. Раз, два, три. Намотала. Опа. Все, вышили второй и закрепляем ниточку. А, у меня еще третий есть. Таким же макаром вышьем третий. Значит, теперь что дальше будем делать? Девочки, я посмотрела, видео получилось длинное, еще вязать очень много. Значит, решила его разделить на две части, поэтому на этом первая часть у нас заканчивается. Далее продолжать я буду вязать во второй части. Первая часть у меня, получается, будет только мысок. Во второй части я с вами провяжу все остальное. Вот обвяжем весь мысок, боковые стороны и закончим тапочек. Так что следом за второй частью я сразу же загружу, за первой частью я сразу же загружу вторую часть. Будут идти они друг за другом. Все, на этом все. Встретимся во второй части.